Мороз, снег, зима. Наверное, отлично было бы сидеть дома и пить горячий чай. Но в то же время хочется побывать в лесу, подальше от всех проблем, побыть наедине со своими мыслями. И вы знаете, есть такое место, где можно все это совместить. Именно туда я и отправился в этот раз. Идя по зимнему лесу и любуясь его красотой, я представлял, как буду растапливать печь в уютном доме на дереве. Но какой поход идет по плану? По маршруту моего следования мне сейчас должна попасться еще и землянка Ильи Колчина с канала «Тайные тропы». Я не знаю, зайти к нему в гости или нет. Вообще так-то я хочу сейчас в своей землянке печку выкладывать. И меня интересует как раз-таки проект малой печки, ну, небольшой по размеру. Пойдемте зайдем к нему. Последний раз в землянке Ильи я был почти год назад. И, наверное, еще долго ходил бы искал ее. Но неожиданная встреча с ним самим помогла мне сэкономить время и добавила положительных эмоций. Ой, ничего себе. Илюха. Прикол. Вот это неожиданность. Хозяин лучше знает дорогу к своему дому, и уже вместе мы дошли до уютной землянки в диком лесу. Ну, добро пожаловать в мою скромную обитель. Пойдем. В гости ко мне приходи, во вторую. Там ты еще не был? Я попробую найти. Тогда не буду давать подсказок. Посидели, попили чай. И самое главное, я посмотрел его печь, которая мне понравилась еще во время первого визита. Своей экономностью в плане потребления дров и своими габаритами. Именно такая мне и нужна в моей землянке у ручья. Время меня поджимало, и, попрощавшись с Ильей, я пошел своей дорогой дальше. Вот и познакомился вживую с Ильей. Ну ничего, сейчас нужно пройти несколько километров, порядка там 6-7 где-то, наверное. Ну, точно не знаю. Но эта точка у меня забита в телефоне. Уже будет попроще ее найти. Хруст снега под ногами погружал меня в состояние спокойствия и умиротворения, а лес постепенно преображался. Наблюдая за красотой деревьев, на ветках которых лежал снег, словно одеяло, я прошел свой путь, почти не заметив расстояния. А мысль о том, что совсем скоро смогу отогреться после морозной прогулки, согревала меня. Погодка сегодня шикарная. А что самое интересное, только что был у Ильи. Блин, сюда пришел. Смотрите, тут все заснежено. А там что-то у него снега поменьше было. Ну, или, может быть, так кажется. Пейзажи прям просто красивейшие. Морозец такой немножко сегодня. Минус 14 утром было. Сейчас, наверное, десяточка где-то. О, как и хочется побыстрее дойти до домика и согреться в нем. О, я его вижу. Вот это дела. Смотрите, какой домик обалденный. Ого, вот это домик на дереве. Ничего себе. Вот это да. Это ж какая высота-то у него. Метр, наверное, 3,5 точно есть. Я имею в виду уровень пола этого домика. А представляете, какой объем работ нужно было выполнить, чтобы привезти сюда материал, перенести его, а потом сделать каркас дома. И все же это делается на высоте более 3 метров. Это очень огромный труд, просто невероятный объем работы. Я думаю, наверняка каждый из вас
в детстве мечтал о таком домике на дереве. Ну, я тоже из этого числа людей, у кого была такая мечта. А хозяином этого дома является парень по имени Вова. Дело в том, что мы как-то с ним познакомились на волне вот этих вот бушкрафтерских тем, строительства землянки. Мы уже сюда с ним приезжали, еще даже когда здесь просто стояло дерево без домика. Да? То есть, когда он выбирал место, он это место мне показывал. Также я здесь был, когда уже появился каркас этого домика. Ну а сегодня третий мой приезд, и наконец-то я смогу понять, насколько вообще домик на дереве отличается от обычного домика, да, который стоит на земле, ну, от избы, например. Какая разница будет в сравнении с землянкой? Ну, естественно, логически я уже понимаю кое-какие плюсы и минусы между его строением и, например, моей землянкой. Конечно же, тепло такой домик на дереве будет держать намного хуже. Но зато мыши здесь точно не заведутся. Сами посудите, какая мышь полезет на такую высоту. Правильно? Очень хочется подняться туда. А вам хочется? Я думаю, тоже. Ух ты! Ничего себе! С обновлением Y2 поиск Яндекса делает шаг за свои пределы. От ответа к решению, чтобы вы могли разобраться в теме целиком, а не в одном вопросе. От перевода к пониманию. Чтобы вы могли читать и смотреть видео на других языках, как на своем собственном, даже в прямом эфире. От риска к безопасности, чтобы ребенок мог задавать вопросы в интернете, а вы не боялись того, что он там увидит. Обновление Y2. От поиска к возможностям. Ого, да у него тут даже свет проведен, представляете? Блин, знал бы, взял бы аккумуляторную станцию с собой. Вот это домик на дереве. Так непривычно видеть в помещении, прям по центру, огромный ствол дерева. Очень непривычное для меня зрелище. Ну, слушайте, это действительно реально настоящий дом. Есть газовая плита, умывальник, куча различных предметов для приготовления пищи. Это и терка, и сковорода, и чашки, ложки, тарелки. Есть хороший столик. Ну, пусть он небольшой, но по сути для нахождения здесь одного-двух человек более чем достаточно. Есть 3 окна. Раз, два, 3. Помещение очень светлое, несмотря на то, что сейчас уже начинает немножечко темнеть. Вон даже шахматы лежат, домино, керосиновая лампа, топор, пила. И самое интересное, это вот эта вот печушка, которая сделана из газового баллона. Интересно, насколько она хорошо прогревает помещение. Ого! Даже огнетушитель есть. Сколько я где бывал, ни разу ни у кого я не видел огнетушителя в помещении. А вообще это очень правильное решение. Ситуации разные бывают. Не дай бог возгорание какое-то произойдет. И всегда можно потушить. Надо подумать над этим и, может быть, даже в свои 2 землянки тоже принести вот такие вот компактные небольшие огнетушители. И совершенно точно он заряженный. Длинная, как раз, наверное, для того, чтобы поднимать различные грузы и предметы сюда в домик.
Холод собачий. Вот реально замерз уже. Сейчас печка немножко стала помещение прогревать, хоть шапку снял. Особо рассиживаться мне нельзя, потому что надо заготовить дрова на ночь. А потом я хотел здесь небольшой порядок навести, подмести, все убрать. Но самое главное, очень хотел попробовать сделать декоративную такую дверцу, что ли, под умывальником. Ну, как бы Вова мне дал добро на все, говорит, делай, что хочешь. Если что-то мне не понравится, я потом уберу. Поэтому, ну, вот я так решил, сделаю ему такую декоративную накладку в виде двери на умывальник. А материал весь внизу лежит. Единственное, конечно, очень непривычно бегать туда-сюда. То есть одно дело в землянку, да, там вниз спустился, голову пригнул, раз, поднялся. А здесь приходится спускаться с дерева. И причем это делать надо каждый раз. То есть спустился, поднялся, спустился, поднялся. И вот сейчас очень важно понять, как мне заготавливать дрова. Если я буду их пилить внизу там, то придется потом по одному, по два бревнышка, что ли, поднимать. Что-то это какая-то ерунда. Я, наверное, думаю, имеет смысл прям напилить пару бревен длиной по метра 1,5-2, поднять их сюда и как-нибудь аккуратненько попробовать здесь же их и напилить. А все, что лишнее будет от них, ну, опилки, там, стружка, еще что-то, просто смету в этот люк. Ну и, собственно, зато сразу заготовлю побольше дров именно здесь, внутри. И пилить в теплом помещении намного приятнее, чем на морозе там. Потому что температура, я так чувствую, опускается. Главное, чтобы не шарахнуло там под 25 градусов сегодня. У нас такое может быть. Специально бревна поставил таким образом, чтобы потом можно было, не спускаясь за каждым из них, вот, сейчас я покажу, вот такой вот петлей, вот как раз сверху попал, ну побольше, конечно, сделаю петлю, нацепил и пошел поднимать вверх. Это позволит мне не спускаться за каждым бревном. Как потом показала практика, моя идея с подъемом бревен наверх в дом и распиловкой их внутри оказалась вполне хорошей. Хотя вопрос с заготовкой дров на ночь для меня был второстепенным, ведь валежника рядом с домом на дереве лежало очень много. А вот проблему с водой, хотя бы для технических нужд, явно нужно было решать. Имея умывальник в уютном лесном жилище и все возможности для приготовления вкусной пищи, необходима вода. И ведро, которое я взял с собой в качестве небольшого презента хозяину дома, должно было помочь решить мне эту проблему. О чем я и говорил, очень удобно с помощью такой петли поднимать наверх бревна. В помещении стало тепло, 15 градусов даже показывает. Сейчас последнее бревно поднимаю и еще сразу подниму, вагонку, из которой я и буду делать декоративную дверцу шкафа.
Во всей этой истории самое главное не забыть, что я пилю над люком, в который, если провалиться и случайно оступиться, то, я думаю, можно в любом случае что-то себе сломать, потому что высота более 3 метров. О, сейчас обувь сниму. Я же тапочки с собой взял. А тут в таком помещении, ну, практически как у меня на даче. Самое то. Надеть тапочки. Да, одну дощечку я уже отпилил. Сейчас вторую по точно такому же размеру отпиливаю. И наколачиваю поверх них вертикально вот эту такую же вагонку. Для чего я это хочу сделать? Чтобы спрятать вот этот вот слив. В принципе, он особо так-то глаз не напрягает, но почему бы и нет. Чем еще заняться, да? Пришел сюда, тем более взял с собой отвертку и саморезы, как вы видели в самом начале. Почему бы и нет? Немного внесу свою лепту и вклад в развитие данного домика на дереве. Тем более я вообще обещал помочь со строительством, ну, еще давным-давным-давно, когда он только строил. Но так сложились обстоятельства, что у меня не получилось.
Я думаю, Вовка будет доволен. Даже мне понравилось, как все получилось. И самое главное, что она съемная, то есть вот ни за счет чего вообще в принципе не держится. Вот, облокотил, все, захотел, убрал ее. Прикольно. Я доволен. Теперь с чувством выполненного долга я проведу здесь уборку. Очень много опять стружки всякой разной. Опять же, вот эти вот остатки от евровагонки, куски. Все это дело убираю, сжигаю и начинаю готовить вкуснейший ужин. Решил я приготовить сегодня тушеную картошку. Дело в том, что это блюдо очень простое в его приготовлении. Ну, просто понадобится картошка, мясо и немного шампиньонов взял. Нужно почистить и нарезать картошку, порезать кусочками мясо. И все это дело, грибы, картошку и мясо, сложить в котелок. Добавить специй, перемешать немножко, залить водой, поставить на огонь медленный и просто ждать. Я вообще люблю такие банальные блюда, с которыми не нужно долго возиться. Ну, а учитывая, что в походе всегда лень что-то готовить такое серьезное, то это блюдо просто идеально по своему составу, простоте и, конечно же, скорости его приготовления. Все, блюдо практически готово. Остается только все перемешать, добавить специй и залить все это дело водой.
Ого, ничего себе. Стивен Кинг, «Зеленая миля». Вообще шикарно. Картошка с мясом и грибами получилась великолепной. Давно у меня не было такого вкуснейшего ужина. А может быть, это просто усталость, накопившаяся за день, придавала особый привкус еде и заодно свалила меня с ног. Заснул я очень быстро, пока не пришло оно. Очень холодно. Я проснулся вообще. В спальнике-то тепло, а голова не внутри же находится, а снаружи. И прям холод неимоверный. На стеклах иней прям был. Сейчас немножко отошли уже. Вообще кошмар. Ну, просто печка металлическая же. Она недолгого горения. И где-то, наверное, там часа в 2 ночи уже стало очень холодно. Но лень было вылазить и печь растапливать. Но уже в 6 я окончательно понял, что надо вылезти и все-таки все затопить здесь. И как только можно, согреваюсь. И газовую плиту включил, и керосинку зажег вон. И печь затопил, но, поверьте мне, очень холодно. Такое бодрящее утро, а, честно говоря, еще и спать охота. Я, наверное, сейчас печь немножко протоплю с полчасика и все-таки еще часок вздремну. Ну, а уже потом буду завтракать и собираться. Отличное утро и просто великолепный завтрак. И яичница, и бекон, и самое главное, горячий утренний кофе. А с таким видом, ну просто шикарнейшим в окно, пить кофе одно наслаждение.
Как нельзя кстати, утром пригодился вчерашний снег, который за ночь растаял. И из полного утрамбованного ведра снега получился примерно литр воды, которого мне хватило, чтобы помыть свою посуду и умыться самому. Взбодрившись, я вспомнил о тетрадке для записей, в которой оставил сообщение хозяину дома, Вове. Забегая вперед, скажу, что пригласил его в гости в свою землянку. А вот придет он или нет, мы узнаем, если будем следить за его каналом в Ютубе, который называется TheVovka.com. Отличная погодка. Деревья все так же в снегу, как и вчера. Но складывается ощущение, что немножко потеплело. Неохота даже отсюда уходить. Очень мне понравился этот домик на дереве. Но куда деваться? Надо собираться и идти в путь, дорогу. Хотел бы сказать спасибо Вове за такой чудесный домик, такое чудесное укрытие, убежище в лесу, где каждый может прийти и приятно провести время. Ну, если, конечно же, найдет. Ну, а вам хотел бы сказать спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте ставить лайки под видео. Те, кто очень хочет, могут поставить дизлайк. Никогда не отказывайте себе в этом удовольствии. До новых встреч! Это был канал Лесной Строитель. Пока-пока!